Как бы есть правила реального мира и есть правила игры. Их нужно разграничивать. То же самое, игра не должна никак взаимодействовать и влиять на нашу реальность. Когда вот игра имеет реальное воздействие на реальность, тогда мы можем применить правила реального мира на игру. В чем проблема с вещами в играх? Что такое вещь? Разные юрисдикции по-разному смотрят даже на понятие вещь. Немецкий подход. Вещь — это объект физического мира. В чем затруднение новый объект обозначить? Теперь под вещами понимается все, что угодно. Говоришь, ну извини, мы тебе вынуждены заблокировать аккаунт. Была схожая ситуация. Рассматривал США. Игрок покупал виртуальный земельный участок. Возможно вообще в игре, кстати, украсть вещь? Это зависит от игры. Ты зашел взлом и вывод активов. Здравствуйте, уважаемые зрители нашего подкаста. Сегодня у нас в гостях Ульви Алиев. Ульви работает юристом в «Четверке». Меня по-прежнему зовут Мирза Чирагов. Сегодня мы будем говорить о такой интересной, на мой взгляд, теме, как вещи в игре. Правовая природа этих вещей. Если я неправильно сформулировал, все правильно, да? Что относится к этим вещам? Какая у них природа? Лотерея это или нет? Об этом мы сегодня будем говорить и попытаемся разобраться, есть ли у них вообще какой-то правовой статус, или это все-таки какая-то игрушка, как бы это смешно ни звучало, и регулировать это совершенно не нужно. Для меня это, я начну с того, вот прям в лоб. Для меня это нематериальные активы. Из этого словосочетания нематериальные активы я точно уверен, что это нематериальные, но активы ли это? Хороший вопрос. Всем добрый день, спасибо, что позвал на подкаст. Рад выступить и быть следующим гостем в этом мероприятии. И я надеюсь, получится классная беседа. Я уверен в этом. Да, я уверен в этом. Касательно активов в играх, виртуальных активов, в принципе, конечно, нематериальные. Вопрос актива состоит в том, видим ли мы в этом какую-то ценность. Угу. То есть мы должны делить экономическую ценность и, так скажем, юридическую. По товарам понимается все, что можно продать, да, по своей сути. Юриспруденция немножко, мне кажется, по-другому должна это работать. Конечно, нужно учитывать фактор, если есть какая-то экономическая ценность, если за этим есть какие-то инвестиции, спрос на рынке, то, конечно, право должно, как регулятор самых важных отношений, регулировать такие вещи. И, в принципе, это большой вопрос, и некоторые говорят да, некоторые говорят нет. Но тут такой подход по поводу ценности. Я зацеплюсь за это слово, наверное. А по-моему, есть, исправь меня, если я ошибаюсь, есть локовский подход, который говорит о том, что человек должен приложить какие-то усилия, чтобы появилась вещь, и у этой вещи появилась ценность. Есть там иные подходы, которые говорят о том, что ценность может быть у вещи независимо от того, приложены ли какие-то усилия для ее создания, потому что это может быть какое-то фамильное кольцо. Ну да, кто-то когда-то прикладывал усилия для ее создания, но она имеет большую ценность для меня, потому что это память, воспоминания. Это эмоции какие-то, да. Ну, я там уже не говорю о каких-то вещах, которые просто природно созданы, и мы ничего не делали, да, там, ресурсы какие-либо. И вот здесь есть ли какие-то споры из-за этого слова, вопросы ценности, да, потому что, наверное, могут оппоненты-консерваторы говорить о том, что ну вот есть меч в игре, вот что вы сделали, чтобы создать этот меч, или кто вообще что-то сделал, чтобы этот меч создался. Есть ли такая проблематика и обсуждается ли это вообще? Да, действительно, в этом весь как раз-таки вопрос. Если мы берем момент того, что есть ли ценность для пользователя, и какая ценность, она все же есть у разработчика. То есть мы понимаем, что разработал мир, виртуальный мир или игру какую-то конкретную, либо возьмем все что угодно в интернете, всегда разработчик этим занимается. И, конечно же, инвестор, который стоит за ним. Если мы берем пользователя, то как раз, применяя вот эту теорию локовскую, некоторые ученые говорят о том, что вот как бы пользователь приобрел этот объект, как-то его нашел, например, выиграл его или приобрел, он с ним взаимодействует, он начинает с ним совершать какие-то действия в виртуальной игре. Ну, например, там купил броню, надел его и пошел с ним воевать. Воевать, да. Выиграл там кучу сражений. Благодаря этой броне. Да, победил всех. Уже ассоциируешь эту броню с собой, так сказать. Понимаешь, что она в твоем, как бы, ну, если так можно сказать, распоряжении. И из-за этого... А там еще в разных играх, в разных виртуальных мирах бывает такое, что со временем вещь меняется. То есть она приобретает какие-то
способность, которой не было раньше. Ну ты купил, например, броню там условно 10 уровня, Да, ты с ней побегал, повоевал, она стала броней 15 уровня, условно. ты уже продаешь другую броню, по сути, или броню с другими свойствами. Да, или там на ней могут быть царапины, которые вот именно что показывают, что она уникальная. Вот даже детализация. Да, то есть вот у меня брюки есть, на них может быть какая-нибудь там царапина или что-нибудь еще, и она тем самым как бы становится более персонализированной. Индивидуально определенные признаки. Да, если так можно сказать. Появляются, да, и сразу же, конечно же, прицеплюсь к этому. Я, наверное, немного забегу вперед, мне вот интересно было. А есть, понятно, когда мы говорим про игры, все представляют себе какие-то там РПГшки, стратегии, где вещи понятны. А если взять такую простую игру, как Монополия, в виртуальном мире, например, 4 друга, собрались и зашли в сеть и начали играть в Монополию. Условно, в этой Монополии, я не знаю, есть ли такая Монополия виртуальная, там можно, например, покупать улицы за реальные деньги. Например, выпала тебе улица, там, я не знаю, Манхэттен, да, и стоит она там 6 тысяч. И ты реально загружаешь 6 тысяч долларов на счет в этой игре и покупаешь Манхэттен. Условно. То есть вот этот банк Монополии, он реальный, скажем так. Да, такой же тоже может теоретически быть. И это тоже сюда относится? Или это ближе к каким-то другим регулированиям в ряде токенов, может, что-то другое? Или это же, деньги, улица, в целом можно аналогию провести? Или это к чему-то другому относится? Знаешь, наверное, если мы говорим про подходы, когда все-таки мы видим какую-то ценность, когда мы видим актив, который можно закрепить за пользователем, не за разработчиком, то вот эти вот ученые, исследователи говорят о нескольких признаках, которые должны обладать такие вот, условно назовем, виртуальные объекты. Во-первых, это интерконнективити, то есть возможность такого взаимодействия. Если пользователь, в принципе, не может взаимодействовать, допустим, вот мы сидим в комнате, и к потолку я не притронусь, даже если притронусь, он никак не взаимодействует, никак не меняется, то это не виртуальный объект. Потом они говорят о том, что этот объект должен быть постоянным, то есть не зависит от того, что я сейчас нахожусь в игре или не нахожусь. Объект есть. Объект есть, да. То есть, пока Монополия подходит. Да, пока еще мы в среде Монополии. То есть, условно, если это что-то появилось, потом исчезло, и при следующем входе в игру или в реальность оно меняется, это не виртуальный объект. И третье, это то, что должна быть некая исключительность. То есть, если у меня в руках этот меч, да, или эта улица Монополии, то она должна как бы быть под моим управлением, что только я могу с ней взаимодействовать, если мы берем других юзеров. Вот если эти признаки соблюдаются, уже можно говорить о каком-то виртуальном объекте. Если мы немного поднимемся на вопрос выше, о том, что вот мы берем монополию, где вот реально деньги, да, в принципе, нужно немножко разграничивать историю, вот возьмем с играми и с реальностью. Потому что игры для чего нужны? Чтобы люди могли делать то, что нельзя делать в реальном мире. В каком-то случае, да. То есть у нас вот в тех же там 19 веке люди одевали маски, ходили на какие-то встречи, чтобы как раз-таки... Быть теми, кем они не являются в реальной жизни. Да, именно. Как бы, тем самым не нести ответственность за действия, немножко быть иными лицами, а не теми, кто они есть в настоящей жизни. И вот... Это, так сказать, сами противники этих теорий пишут об этом, и те, кто исследует, тоже об этом пишут. Конечно же, нельзя говорить о том, что в любой игре есть виртуальный объект. И есть такой тест, называется тест Дюранский или магический круг. Он говорит о следующем. Вот, как бы есть правила реального мира и есть правила игры. Их нужно разграничивать, и реальность наша никак не должна взаимодействовать и влиять на виртуальную реальность, так сказать, да, на игру. То же самое, игра не должна никак взаимодействовать и влиять на нашу реальность. И только когда события в одном мире прямо связаны с событием в реальном мире, то есть оказано на них непосредственное действие, тогда можно говорить о том, что право, допустим, игра имеет прямое взаимодействие, прямое воздействие на реальность. Загрузка денег, например, на счет. Вот ты уже чуть вперед забегаешь. Как раз-таки, когда вот игра имеет реальное воздействие на реальность нашу, тогда мы можем применить правила реального мира на игру. И вот как раз-таки загрузка денег, как один из самых простых примеров, когда деньги реального мира, которые имеют ценность, в которых вложены ресурсы, которые были заработаны как-то, они переходят в игру. И тогда мы можем говорить о том, что право нашего мира, так сказать, да, вот право реальное, оно может быть применено в игре. Я
первые статьи, мне кажется, в году 2016 только прочитал по этой теме. Я не специалист в этой области, честно скажу. Я случайно наткнулся, по-моему, в каких-то юридических журналах, я видел такие уже подобные статьи. Но игры были до этого, там, начиная с веселых ферм каких-то для меня, заканчивая более серьезными вещами. Этот вопрос был актуален и раньше, или я просто поздно прочитал? И если этот спор вдруг возник, вообще это обсуждение возникло, в связи с чем вот что-то подтолкнуло, или я просто не следил за этим, для меня это вдруг резко появилось. Как бы. Оно было, оно сильно развивалось, вот эта теория, примерно в 90-е, 2000-е, когда World of Warcraft был очень знаменитой, очень такой играбельной игрой. Были такие миры, как созданный Linden Labs. Я могу еще другие примеры привести. То есть там, где люди прям проводили десятками часов. Есть такой исследователь Ники. Он писал о том, что некоторые пользователи могли проводить по 40 плюс часов в неделю. Вот таких вот. Вот это прямое воздействие уже виртуального мира. Да, люди там жили. Как бы, и вот как раз-то говоря о том, что ты вот подметил, о нематериальной, да, как бы составляющей этой истории. Люди там заводят отношения, люди приобретают статус. Люди приобретают какое-то взаимодействие и блага нематериальные, да. То есть я в реальной жизни могу быть, условно, так сказать, возьмем сантехником, да, но в игре, в виртуальной реальности я там герой 80-го левела, у меня куча знакомых, куча друзей, статус определенный. Успех, да, почему нет. И это может показывать то, что виртуальные эти объекты, в том числе сам аккаунт, имеет ценность. Не только материальную, конечно, но и нематериальную. И поэтому нужно задуматься об этом. Даже без вещей именно вот сам этот аккаунт, который вложено же много часов. Тут мы уже возвращаемся к теории про вещи, про то, что потрачены временные ресурсы для того, чтобы что-то создать. И как раз-таки потрачены месяцы, годы иногда для того, чтобы создать такой аккаунт с таким героем. Это же тоже само по себе вещь и ценность, наверное. Я еще добавлю, вот ты сказал о том, что вот в 90-2000-е годы это все начало как бы обрастать большим интересом со стороны ученых, в том числе потому, что много в каких вот виртуальных мирах, виртуальных играх были как бы вложены большие ресурсы, именно денежные тоже. Если не ошибаюсь, один журнал написал, что в одной игре больше ВВП на душу одного аватара, чем в Болгарии. Вот, даже это достигло. Потом, конечно, был спад определенный. Вот, например, мы его наблюдаем с 2007 по 2016, 17, 18, пока не появились метавселенные, которые опять запустили эту бурю. То есть, а с чем ты, кстати, это связываешь? Люди присытились, им нужно было что-то еще, и они перестали... Тогда ученые в 2000-е годы Fairfield, Ластовка, Хантер писали о том, что мы ожидаем большое количество споров, мы ожидаем большой интерес со стороны пользователей, что они будут добиваться своих прав, что они будут все больше и больше участвовать в этом всем. Однако так не произошло. Это связано с аудиторией игр? Почему, кстати, да, вот споров не так много? Хотя, мне кажется, там тоже происходят какие-то события, которые... Ну, у меня как не специалиста именно в этой области, есть две теории, гипотезы. Первая гипотеза – это определенная аудитория, которая не будет заниматься правовыми какими-то методами решения вопросов. А второе – это, опять же, определенная аудитория, которая не будет нарушать чье-либо право и покушаться на чужие вещи, скажем так, в виртуальной реальности. Обе теории, вот гипотезы, ты, которую назвал, они имеют место. Если мы возьмем вот первую о том, что люди не будут, так сказать, заморачиваться, да, или там использовать все свои юридические инструменты для защиты. Так и есть, конечно, там человек может вложить $30, понимать то, что у него в user agreement написано, что суд, пожалуйста, не будет, у нас будет арбитраж, у нас будет это по английскому праву, только документами и еще тысячи оговорок. Потратить десятки тысяч? Да, чтобы просто, так сказать, подать документы на рассмотрение. Это первое. Во-вторых, может быть история с тем, что большинство споров, они могут в принципе не рассматриваться. То есть, если мы возьмем, допустим, ГК России, то там есть 1064 статья, которая говорит о том, что споры, вытекающие из азартных игр и пари, не подлежат судебной защите. Это говорит о том, что, в принципе, любые споры из игры выведены из-под юрисдикции, так сказать, они не подлежат судебной защите, не enforceable. И некоторые, я знаю, что разработчики российские,
они ссылаются вот в судах на том, что, уважаемый судья, это игра, а поэтому не подлежит защите. Еще можем это приметить... работает, да? Да, это работает. Не всегда. Например, вот был спор между Федеральной налоговой службой России и Mail.ru Games. Там рассматривался вопрос о дополнительных игровых ценностях. То есть, в чем была история? Тогда еще, это был год, по-моему, 14-16, если ты помнишь, был налоговый такой иммунитет на НДС для IP-прав, так сказать. Да? То есть, все, что с ним связано, не подлежит НДС. И ФНС оспаривала это в отношении Mail.ru Games тем, что, да, вы создали игровой мир, да, как бы виртуальную реальность, люди взаимодействуют, но вот в момент, когда пользователь покупает меч, вы, по сути, не даете лицензию на этот меч, а... Отчуждаете. Нет. Вы предоставляете услуги по организации игры. Вот это очень... Я сразу перебью. Кейс очень интересный с точки зрения... интерес налогового органа понятен. И он там во всех юрисдикциях плюс-минус их действия понятно. Рассмотрение подобных действий как услугу, это не открывает ящик Пандоры для теневых, скажем так, операций, если это будет услуга. То есть человек, например, хочет реально оказать какую-либо услугу, которую он не может в нормальном, здоровом гражданском обороте оказать, потому что не подпадает. И он заходит в эту игру и таким вот образом проводит какие-то темные дела. Это же так опасная, мне кажется, история рассматривать в виде услуги. Я уточню. Ты имеешь в виду, что, условно, вот мы с тобой там о чем договорились, о том, что нельзя договориться на реальном мире. Я в этом виртуальном мире что-то тебе оказываю. Тот же меч давай продолжим. Аналог, да. И как будто бы это услуга, но по сути это как бы не услуга. А на самом деле происходит какое-то другое действие. Есть вообще такая практика незаконных действий? Если взять вот момент именно что с таким вот переводом прав или там вот как раз-таки смещением права требования на другого пользователя, конечно, происходит. В некоторых играх это разрешено. Возьмем, например, тот же Steam. У разработчика очень много разных игр есть, в которых это разрешено. И более того, разработчик создает поле для этого. То есть у него там есть определенный маркет, на котором C2C, так сказать, уровне могут пользователи обмениваться объектами за внутриигровые монеты, так сказать. Но эти монеты могут приобретаться за реальные деньги? Да, конечно. То есть как бы игрок может на свой счет положить там, реально, 10 тысяч долларов, и у него больше опций для покупки предметов. Если еще вот кое-что было, да. А касательно истории с судами, вот в принципе, если защита, я должен делать помарку изначально, что на сегодняшний день ситуация следующая. Когда происходит спор, или, в принципе, об этом возникает отношение, все говорят про IP, что это интеллектуальная собственность, что это лицензия, что это все не имеет ничего общего с другими инструментами, с другими институтами права. Это не вещь, это не обязательство, это не что-то иное, это вот как бы интеллектуальная собственность, которая передается по лицензии. Такой доминирующий подход в мире. Да. То есть поэтому есть user agreement, да, с пользователем. Есть privacy policy, но он касается иного. И вот это именно и оспаривается учеными, что это несправедливо. Это может быть не всегда справедливо. Касательно вот как раз-таки признаков, о которых мы говорили раньше, что если он постоянно есть в этом мире, если я могу тебе передать его, новому пользователю, и если я могу с ним взаимодействовать, то, возможно, нам нужно передумать эту историю и ослабить. Флейшфилд, конечно, очень такими политическими фразами говорит, что вот у нас в интернете, в реальном мире есть вещи, да, при правовых вещей, есть обязательства, а в интернете все обязательства. Соответственно, у нас есть большая симметрия в этом направлении, и он проводит сравнение как вот с феодализмом в те вот лохматые годы, когда вот есть крестьянин, пользователь, который ничего не имеет, ничего не может, только платит деньги и пользуется, пока на это пока им разрешают, экого феодала в лице разработчика. И как только разработчику становится неинтересен этот мир, ему неинтересен этот пользователь, он просто выключает игру и все. По сути, да. Ну, насколько я понимаю, вообще есть 3 подхода таких главенствующих. Это никак не регулировать эту область, оставить все как есть. Второе, это как раз то, о чем ты говоришь, лицензии и рассматривать в виде интеллектуальной собственности и в рамках IP регулировать. И третье, как раз вот признать, что это вещь,
что эту вещь можно передавать и совершать все эти действия, которые можно совершать реальными вещами. В чем вообще проблема и консерватизм подходов? То есть почему так со скрипом не хочет регулирование во многих странах признавать, что это вещь? То есть какие минусы есть, какие последствия? У нас же есть, да, извини, не даю даже начать отвечать, у нас же есть вопрос интеллектуальной собственности, реальный. То есть я могу создать программное обеспечение какое-нибудь и передать его. Отчуждение будет нормальное, я получу за это денежные средства, и все окей. В чем проблема с вещами в играх? То есть... Во-первых, если мы просто посмотрим на вопрос, что такое вещь, то мы увидим, что разные юрисдикции по-разному смотрят даже на понятие вещи. То есть, например, если мы берем немецкий подход, то вещь – это объект физического мира, у которого есть границы, которые можно как бы условно пощупать. Это, вот, так сказать, классический подход немецкий. Есть подход, который существует вот в Чехии, в Австрии, в других странах. Они говорят, что вещью является все то, что отделено от лица и приносит им благо. И у них, вот, например, не было никаких проблем, когда они увидели криптовалюту или вот как раз-таки вот виртуальный объект. То есть, как минимум, они могут применить институт вещи к этим вопросам и посмотреть, как это работает. При необходимости придумать что-то новое. Да, в рамках нематериального актива, мне кажется, все юрисдикции могут применить. Да, но вопрос в том, что это за нематериальный актив. То есть это же не goodwill, да, в каком-то смысле. Это не репутация, это не честь, достоинство. Это слишком далеко как-то от этого. Мы можем что-то новое. Да, вот новое. Программного обеспечения тоже не было в какой-то момент. Да. По-моему, вот. Все юрисдикции это успешно внедрили и работают с этим. Сколько лет-то прошло с момента появления этих IP? Лет 100, может, больше? Я же точно не помню. Нет, именно про программное обеспечение, вот про код. То есть написал человек код. В том виде, который мы знаем. Почему бы нет? Создание первых игр, мне кажется, уже лет 40-то прошло. Таких, 30, ладно, где есть вещи, 25, наверное. Но уже можно как-то подступиться и рассматривать в виде нового объекта. Я, конечно, не очень люблю нагромождение, введение новых понятий в нормы, но все-таки, если есть такая проблема, в чем затруднение новый объект обозначить? Мне кажется, что здесь кроется вопрос как раз, если мы берем, например, юрисдикцию, где вещь – это объект физического мира, и попробуем сказать, что вот с завтрашнего дня виртуальный объект – это вещи, то это может полностью растормошить, в принципе, устои, фундамент права именно вот в этой стране. То есть теперь под вещами понимается все, что угодно практически, и это смещает, в принципе, понимание как самой вещи, так и правового режима к нему. Если мы говорим про юрисдикции, которых все-таки это можно, так сказать, отделить, то они есть. Например, это Китай и Южная Корея, насколько я с удивлением. Да. Почему? Они сказали, что у них виртуальная собственность существует, и все окей, мы можем... А почему именно там? Я не ожидал, честно говоря. Я тоже. Но они... Ты знаешь, там, в принципе, вот отношение к играм, к виртуальной реальности, там более развито в этом смысле. То есть там людей больше играют такие вот вещи, больше времени проводят. Я больше скажу. Пока вот я занимаюсь исследованием этого вопроса, были статьи, в которых писали, что, условно, вот парочка поженилась в виртуальном мире, и на следующий день или через 2 дня развелась. Тоже в виртуальном мире. И вот было 2 сценария. Обе... Делить имущество виртуально? Нет, еще не было бы интересно. Это было бы интересно, кстати. Вот 2 сценария было. И оба сценария в юго-восточных странах Азии происходили. В одном мире, в одной стране, так сказать, бывшая жена, она убила виртуального мужа, удалив его аккаунт. То есть она знала пароль к нему и удалила аккаунт. Тот подал заявление в полицию, и там вот была статья на уровне мошенничества в виртуальной сфере, в виртуальной среде, вот что-то такое. Вот. А во втором случае вот эта вот бывшая жена, она убила мужа в нашей реальности. То есть это было убийство. Реально? На этой почве, да, такое произошло. И это как раз мы когда говорим о том, что это как бы игры и все остальное. Как я понимаю, это колоссальные бюджеты еще. То есть, когда мы говорим, что предмет продается уже за сотни, за миллионы долларов, я думаю, что делать вид, что в это не нужно вмешиваться, все хорошо, немного странно. Вот кейс World of Tanks, по-моему, да, один из таких интересных. Да, когда... есть. Есть еще вариант, когда была виртуальная реальность, такой вот мир, где продали планету Калипсо за $6 миллионов.
За реальных 6 миллионов долларов. Да, наши 6 миллионов долларов. Там, правда, есть сценарий, что ты можешь делать деньги там. То есть... Продавать участки земельные или как-то работать? Услуги оказывать. То есть, как бы, условно, вот у тебя там... Вот у тебя планета есть, да, там вот, приходят в твою планету какие-то пользователи, они там могут что-то покупать в твоей земле, они могут проживать. Да, вот такие вот вещи. Я могу, например, услуги психолога, да, наверное, оказывать. Открыть кабинет, надеть очки виртуальной реальности. И, кстати, может такое же быть, да? Вот реальный психолог надевает очки виртуальной реальности и на своей планете Калипсо оказывает услуги такие подобного рода. Вполне. Здесь получая реально деньги. Да, вопрос весь как раз состоит в том, что тут как бы 3 уровня есть, я бы сказал. Уровень, который дозволяется на уровне кода, то есть то, что разработчик заложил в саму игру. То есть можешь ли ты подпрыгнуть до потолка или нет. Второе – это то, что предусмотрел разработчик в соглашении с тобой. Например, большинство пишет о том, что ты не можешь продавать эти объекты за реальные деньги, ты не можешь передавать аккаунт и все остальное. Но это происходит на деле. Конечно. Если открыть любые площадки, eBay или какие-нибудь еще другие, то можно увидеть либо продажу какого-то конкретного объекта, либо, если это запрещено в игре, то есть ты, в принципе, не можешь это сделать, то продажа аккаунта. Условно, я там довел до 80 уровня, мне уже играть неинтересно, я хочу продать аккаунт. Вот это нарушает именно соглашение с разработчиком. То есть ты нарушаешь условия о том, что ты не можешь продать кому-то другому. И за этим как бы тоже понятная история, почему так делает разработчик. Потому что, во-первых, интерес, да, экономический. То есть, конечно, их обходят. Да, то есть если я развил до 80 уровня, я потратил 2000 часов, может быть, я вложил какие-то деньги. Даже если я деньги не вложил, то я потратил свою энергию, время, как бы добавив количество участников и интерес к игре. А вторая вещь, это что может быть, почему разработчик так делает, это проблема с пользователем следующим. То есть, условно, Мирза, там, он старше 18 лет, он понимает свои действия и все остальное. И, допустим, Мирза продает на eBay какому-то человеку, а он, допустим, 8-летний мальчик. А в игре, допустим, есть какие-то жестокие сценарии. В игре может быть что-то, что нельзя показывать, в принципе, несовершеннолетним. И вот за ним уже могут прийти. То есть госорган о том, что вы распространяете материалы, которые не должны быть доступны. Это же сделка такая, априори ничтожная уже на уровне. Да? Вот ничтожно будет, если меньше 6 лет. А вот если, условно, он может совершать мелкие бытовые сделки, те же, от 6 до 14 тысяч. Может, за $1 миллион купить этот аккаунт. Да, то конечно. есть я сейчас буду утрировать, чтобы немного поделиться своим шоком, скажем так. Мне вот еще интересно, когда мы говорим о миллионах долларов в рамках вещей в играх, вот что происходит, если у меня аккаунт украли? Вот я годами живу этой жизнью, продолжим метафору с сантехником, я там радуюсь, живу, я там очень радостная в жизни. Нет, например, такой случай возьмем. И вложил туда уже очень много денег, и вдруг разработчик говорит, извини, там, по каким-то моментам мы тебе вынуждены заблокировать аккаунт, и мои права как-то защищены, или все в рамках пользовательского соглашения, и я обделен. Была схожая ситуация, когда это дело Bragg против Linden Labs, если я верно помню, это рассматривал США. Там была ситуация следующая. Вот этот игрок по фамилии Bragg, он покупал виртуальные земельные участки. Они стоят примерно там $500, $1000. Это не из разряда покупки участков на Луне? Нет, это виртуальные именно вот в игре. В самой игре. И он купил так несколько участков, потом нашел уязвимость, что если провести определенную комбинацию действий... Межевание границ. Участок будет стоить не $500, а $5, условно. Он так сделал 1, 2, 3 раза. Разработчик это заметил и заблокировал ее аккаунт, продал все его земли и сказал, что ты нарушил правила, мы имеем на это право, поэтому прощай. Теперь у тебя нет собственности. Да. Этот Брэг оказался человеком, который был готов судиться за это. Он подал в суд, в американский суд. И тогда разработчик сразу начал ссылаться, что у нас там арбитраж, у нас там право Гонконга, если не ошибаюсь. И, в принципе, вы не имеете юрисдикцию. Да. Вы не имеете права рассмотреть. Кстати, вот интересно, они выводят в Гонконг, потому что, как мы понимаем, там хорошее регулирование. Они выводят для того, чтобы как-то
нормально рассмотреть подобные споры, или для того, чтобы пользователь не имел желания как-то с этим связываться? Хороший вопрос. Возможно, все одновременно, что ты сказал. Далеко, неясно, непонятно, и лучше не связываться с такими вещами. Особенно, вот если посмотреть, конечно, это не игра, но правила использования там AliExpress или Alibaba, то мы там видим как раз-таки Гонконг, только письменное производство, и очень много каких-то странных оговорок о том, что если, не дай бог, пользователь выиграет, то есть покупатель, то чуть ли не ты будешь все возмещать компании за расходы в суде. То есть странные вещи. И вот как раз-таки Брэг, подав в суд в США, разработчик заявил вот эти требования. И тогда судья американский сказал, что, смотрите, у нас тут отношения между пользователем и разработчиком. Он увидел в этом его право в том, чтобы не смотреть на эти правила об арбитраже и о праве, потому что это соглашение как публичная оферта. Пользователь не может согласовывать свои требования, свои интересы. Плюс к этому он историю добавил про принцип консюмера, что он пользователь, что он, в принципе, слабая сторона. Поэтому нет, он применил защиту прав потребителей? Вот там, я не помню, прям так и прозвучало, но он сказал, что, по крайней мере, что он гражданин, да, физлицо. Слабая сторона, да. Да, здесь юрлицо, он не согласовал ничего, поэтому он может подать в суд по месту своего проживания, и я буду рассматривать. И в этот момент Linden Labs урегулировали спор мирным соглашением. Да, вернули мы, наверное, земельные Видимо, участки. наверное, вернули еще 10 тысяч сверху. Это интересно. Я думаю, что они боялись еще какой-то опасный прецедент создать. Именно. То есть это тот самый ящик Пандоры открывает. Если суд рассмотрит и вынесет решение, причем в Америке, кстати, да, то есть то та страна, в которую все как бы смотрят, все замечают и все могут видеть. И когда другие юрисдикции могут, как домино посыпаться. Плюс это уже интересный прецедент, что он вывел обратно в юрисдикцию по месту проживания этого гражданина. Это уже интересный такой момент. Я думаю, что этим, если не пользуются, то обязательно воспользуются. А что с виртуальными валютами? Вот есть какое-то разграничение? В реальном мире у нас и деньги вещи, и диван вещи. А в игре $1000. Это уже куда-то к токенам криптовалюте туда? Или это тоже в рамках твоего исследования? Вот есть какая-то граница с вещами, виртуальной валюты именно? Я загрузил вот на ту же площадку $10 000, чтобы пойти и устроить себе на Калипсе базар. И у меня отображается там эти $10 000 в рамках, там, не знаю, 1 миллиона токенов. Или 1 миллиона местной валюты на Калипсе. Это как-то регулируется отдельно? Или это вот ты выводишь из своего исследования, ты не относишь это к вещам? Я, честно говоря, хотел бы не рассматривать вопрос в рамках своей работы, потому что он сильно перекликается как раз-таки с валютой, так сказать, да, то есть когда мы берем какую-то ликвидную ценность, ликвидный товар и можем обменивать его. Как раз-таки в этом состоит одна из функций денег, да, что он максимально ликвидный, можем легко его обменять и все остальное. Как раз-таки, чтобы потом не возникали вопросы о том, что почему криптовалюту не рассмотрели, а почему не рассмотрели еще иные какие-то варианты и все остальное. Но, так сказать, прокомментировать ситуацию, явно здесь можно говорить о том, что это часть игры, да, часть игры, которая имеет ценность, часть игры, которую можно еще передать кому-то еще, и эта вот валюта, она у тебя останется, даже если ты выйдешь из игры. То есть, в принципе, под признаки виртуального объекта она подпадает. Говоря о том, что... Просто я к чему, извини, что перебиваю, я спрашиваю этот вопрос, потому что в рамках валюты какое-то регулирование есть. То есть оно, понятно, чаще всего не в рамках игры, но какие-то нормы мы как будто бы можем взять во многих юрисдикциях и провести аналогию. С вещами вообще очень мало всего. А вот именно с валютой как будто бы можем какие-то нормы о цифровых активах, о цифровой валюте, о криптовалюте, что-то вот подобное можем, мне кажется, подогнать или нет. Сложно сказать. Если давай просто рассмотрим параметр этой операции, да, потому что, как и с вещами, любая вот виртуальная реальность, она отличается правилами. Возьмем презумпцию, что в этом виртуальном мире или в этой игре можно обменять, то есть эти деньги можно получить, вводя реальные денежные средства. Возьмем то, что их можно обменять обратно, и возьмем то, что можно их передавать друг другу.
явно здесь можно применять какие-то правила касательно регулирования валюты. Потому что, по сути, ты можешь как с деньгами войти, так и вывести эти деньги. Здесь уже можно говорить и о каком-то валютном регулировании в плане публичном, именно ограничивающем. То есть, например, я не могу провести эту транзакцию, потому что есть какие-то санкции на мне, или на компании, или компания банкротства, так сказать, да. Получается, что я могу просто взять деньги. Да, я открыл ящик Пандоры. Активировал вещь. Да, ну, кстати, вот мне интересно было. $1 Кстати, пишите в комментариях, коллеги, может, у кого-то в практике было, что банкротили, и у должника был аккаунт в игре, где было много денег, вещей, валюты какой-то введенной, и это потом реализовывалось. Я не знаю. С криптовалютой были такие кейсы, я знаю, а вот с доступом к аккаунту в играх было ли такое? Мне вот интересно, кстати. Почему бы нет? Ну, если аккаунт стоит, ну, там, то, что мы обсуждали, 80 условного уровня, аккаунт стоит там, $1 миллион. Если есть должник, у него есть $1 миллион, любой арбитражный управляющий будет всеми способами пытаться реализовать этот $1 миллион, чтобы расплатиться с кредитором. Да. Но, опять же, надо смотреть, можно ли это сделать в плане вот этого соглашения с пользователем. Да, тут я просто... Почему в том или ином виде я продолжаю задавать этот вопрос? Потому что мне профессионально неприятен момент, что есть соглашение, регулирующее все. Я всегда был сторонником того, что много вещей выведены из-под частного регулирования. И вот как раз этот вопрос, что вот я могу сделать соглашение, где ты вносишь $10 тысяч, а потом я блокирую твой аккаунт, и вообще ничего не происходит, мне не нравится такой подход. Кажется, я начинаю понимать судью в Америке, скромно скажу, который признал все-таки гражданина слабой стороной, и он требуется в какой-то защите, потому что он ввел реальные деньги, потом его заблокировали, он не получает свои деньги. Тут есть даже какие-то признаки, мне кажется, уголовного преследования в какой-то статье, возможно. Но сейчас ситуация такова, как я понимаю, да, во многих юрисдикциях. Я реально могу внести очень много денег и потерять аккаунт, и ничего не произойдет. В принципе, да, это возможно. Была такая ситуация, я вот подзабыл чуть-чуть. Как раз-таки вот недавно вышла одна игра, я вот вспомню, скажу. И ситуация в чем? Игрок заплатил большое количество денег, купил самое высококлассное там какое-либо имущество, которое можно... Оделся по последнему сезону. Да. И он стал настолько сильным, что игра не могла подобрать ему соперника. Она закончилась для него. Да. Это шикарно. Причем история в чем? То, что там есть режим как бы... Кстати, про шикарно. Это не шикарно, это не злоупотребление такое. Хотя нет, он же по правилам играет. Да, разработчик сам позволил ему сделать это. История в чем? То, что игра предусматривает режим как вот условно борьбы с приятелями, да, против какого-то там зла, негодяя. Так и режим вот соперничества, когда ты борешься с другим реальным пользователем. И получается здесь такая ситуация, что игрок не может полностью реализовать функционал игры. Ну да. Можно здесь говорить о том, что когда он заплатил за вот эти вот имущества, когда он, в принципе, пошел в игру, нарушаются его права. Ну, он стал лучше всех. Я могу ошибаться, но, насколько я понимаю, в концепции компьютерных игр не может быть победы. То есть ты не можешь выиграть ее. Ты можешь ее пройти. Глобально выиграть игру ты не можешь, потому что это не игра, как в реальном мире. Там, провести 10 минут на турнике там, и прочее. Ты ее не можешь выиграть. И поэтому мне кажется, что плюс соглашением они, скорее всего, обезопасили себя. Но в какой-то момент, конечно, если другие не додумались много денег вложить и одеться по последнему сезону, ты будешь их выигрывать. И тут, наверное, можно создавать новых каких-то ботов, которые тебя будут выигрывать. И придать ему искусственные какие-то черты лучше, чем у тебя. Но это будет... Это страшнее, кажется. Это и есть уже фрод со стороны разработчика. Да. Тут, честно, он хотел быть лучше, чем все, вложил денег больше, чем все, и стал лучше, чем все. В чем проблема? Он получил то, что хотел. А я тебе больше добавлю. Я вспомнил, кто это такой. Он блогер. И он как раз-таки занимается тем, что зарабатывает на съемке игры, на геймплее. Да, я, кстати, с удивлением обнаружил, что там миллионные просмотры. Это суперпопулярное направление. Это как раз в копилку того, что... Почему это нужно регулировать в той или иной степени. Ну, хотя бы дать какие-то границы. Да. Вот. И как раз-таки, если мы берем этого блогера, то он, по сути, лишается контента, что ведет к тому, что у него снижается... Ну ты уже к плодам тянешь. Да, в неком смысле да. То есть, как бы он ожидал одного, получил другое,
И можно ли говорить о каком-то, как минимум, да, как бы признаке нарушения со стороны разработчика? Упущенную выгоду, там, да? В принципе, да. Ну, нет, это как раз злоупотребление уже будет. Почему? Подобный спор, который ты описываешь, для меня, на самом деле, очевиден. Он хотел быть лучше, чем все в игре, он стал лучше, чем все в игре. Пожалуйста. Ну, жди, пока кто-то потратится чуть больше. Это же может произойти теоретически. Может создаться какая-то вещь внутри игры, которая стоит будет дороже, он ее не купит, а купит кто-то другой, придет с этим щитом или мечом и побьет его в этой игре и станет лучше, чем он. Такое в будущем возможно. Опять же, у игры нет конца, насколько я понимаю. То есть ты можешь играть бесконечно, пока тебе позволяет разработчик в этой сфере. То есть поэтому здесь скорее страшнее потерять это все. Вот это да. Если разработчик говорит, вот ты раздражаешь, потому что тебя другие не могут выиграть. Кстати, да, вот как быть с другими? Они говорят, вот мы не можем играть, потому что вот появляется он и убивает нас в этой игре. А он лучше всех, он положил много денег, и нам неинтересно играть, потому что он приходит и просто убивает нас всех. Они здесь больше, мне кажется, ограничены в той или иной степени. И продолжая тему именно вещей, есть ли какие-то прецеденты уголовного преследования? Ты уже начал косвенно говорить про Тайвань, про вот этот развод, виртуальный брак. Кстати, очень интересная тема. Мне вообще нравится направление Web3, виртуальных вселенных, метавселенных. Мне кажется, что мы в какой-то момент туда перейдем, потому что мы там с коллегами, например, хотели практиковать созвон, Zoom в комнате метавселенной. Мне кажется, это очень интересно. Пока это излишне, потому что не у всех есть компьютеры, которые тянут, не всем ты можешь объяснить, как этим всем пользоваться. Иногда это дольше. Вот мы там сделали курс по legal tech, по legal дизайну. Мы там изначально, когда ее планировали, мы хотели сделать ее такой в комнате метавселенной. А потом мы начали задумываться, а вдруг какой-то есть компьютер, который не потянет это. Вот. И ты же будешь очень много дней объяснять ему, как вот установить. Ну, ты же не можешь купить новый компьютер, чтобы он залез туда. Пока это излишне, но в будущем почему бы нет? Там могут оказываться даже юридические услуги, мне кажется. Какой-нибудь кабинет. Ты заходишь туда, в этой метавселенной, и тет-а-тет получаешь услуги. Так вот, а есть ли какие-то кейсы уголовного преследования? Вот, кражи вещей, возможно, каких-то взлома аккаунтов. Ну, взлом аккаунтов чуть проще, наверное. Вот именно кражи вещей. Возможно вообще в игре, кстати, украсть вещи? В принципе, да. То есть я уже, наверное, устал вам всем говорить о том, что это зависит от игры, да, самой. Но, в принципе, так и есть. Если игра позволяет переходу, и я как-то неправомерно получил доступ к твоему аккаунту, перевел все твои активы на свой аккаунт или на какой-то там аффилированный, то, по сути, как раз-таки произошел взлом и вывод активов. Да? Как раз-таки был угон танчика. World of Tanks, кажется, тут вот эта вот игра. Ну, это, по-моему, 15-й год. Было пару раз было. Мне один раз угоняют танчики, они очень знаменитые. Я каюсь, я не играю практически, поэтому я очень слаб в этой теме. Да, поэтому я задаю глупые вопросы иногда. Одна история была в Беларуси, а другая, по-моему, в России. И один раз даже нашли того, кто взломал. То есть как-то по IP вычислили, не знаю. Это подросток какой-то. Да. Если брать уголовную историю, то как раз-таки вот в этих вот странах Юго-Восточной Азии подростки очень много играют. И бывает такое, что применяют насилие к подросткам, чтобы те перевели активы кому нужно. То есть они там, условно, дерутся между собой. В реальном мире уже? В реальном мире, да. То есть я школьник, условно. У меня есть аккаунт, где у меня много дорогих вещей. И в какой-то момент меня после школы ловят и говорят, отдавай аккаунт. Да, вот так это происходит. Да, отдай меч, который там ты выиграл 70 уровня, там, который стоит там, $1000, условно. Это происходит. Потом происходит история с тем, что... Ну, могут у меня вот прям в игре украсть. Но когда есть насилие в реальном мире, я понимаю, скорее всего, то, что это происходит из-за аккаунта, это будет просто трактоваться, что вот вымогательство какое-то было, да, место имело. Есть какая-то ценность, ее хотят получить. Здесь все в целом не проблема. А вот когда у меня есть какой-то сундук с моими ценностями в игре, я ее там оставил у себя в каком-то замке, я не знаю, я себе так представляю игры. И вот чужой заходит человек и просто вот берет этот сундук, крадет у меня меч. Есть опции с такими... Есть опции в каких-то играх такие? Или это я уже придумываю? То, что ты как бы оставишь объект... Мой меч могут украсть? Если игра позволяет, да.
Есть такие. Да, и это будет кража, которая регулируется. И нет таких прецедентов, да? Мне просто очень интересно, я хочу это довести до абсурда. Ну, вообще есть. И такое бывало много раз. Тот же Clash of Clans, например, да, вот мобильная игра. Она, кажется, там чуть ли не основная часть твоего функционала. То твой как бы дом могут разграбить. Ты там кучу ценностей ввел. Опять же, там есть доступность к тому, чтобы ты мог с помощью какими-то реальными деньгами обменивать на какие-то виртуальные предметы, виртуальные объекты. И могут как бы спокойно твой дом разграбить и забрать все, что там есть. И это процесс игры. Никто не обращался, наверное. Нет. Тут как бы, вот, знаешь, можно как-то вспомнить историю со спортивным правом, когда случайно или не очень случайно человеку наносят вред здоровью или даже смерть. Причем это может быть спорт, который не так сильно связан, ну, это не всегда единоборства какие-то, это может быть тот же футбол, это может быть другие виды спорта. И вот тут примерно та же история в каком-то смысле. Продолжая тему спорта, есть организации, которые курируют киберспорт. Это уже международный вид спорта реальный, участвует очень много людей. Они как-то пытаются разобраться с этим вопросом правового регулирования именно игр в интернете. И помимо прочего, еще и вот вещей внутри. Или они части своих организаций соревнований занимаются, и все? Я не видел каких-то мыслей или там активностей от разработчиков именно вот этих соревнований, создателей от всех этих историй. Скорее всего, потому что за ними стоят сами разработчики. То есть какая-то игра, допустим, возьмем Counter-Strike или что-нибудь еще, и мероприятие проводится под эгидой Counter-Strike, и никому в этот момент не интересно думать о том, чей это объект. Потому что направлены все усилия на другое. То есть здесь нужно организовать мероприятие, турнир. И там, конечно, есть деньги, да, как бы, но это скорее история про спорт, чем про владение, распоряжение. Ну, им вряд ли интересны прям правовые такие вопросы. Я надеялся, что есть, должны быть какие-то организации хотя бы внутри сообщества, которые продвигают эту идею, что нужно как-то... Я против того, чтобы все зарегулировать очень сильно, но какие-то базовые, наверное, принципы нужны, потому что вот, кстати, продается аккаунт. Это что за сделка такая? Окей. Вот как это происходит? Ты можешь примерно описать? Или это зависит от юрисдикции как-то? Сложно сказать. Или это просто вот тебе $1000, отдай мне аккаунт, вот телефон, там, email и прочее? Надо понимать, что такое аккаунт. Да? Ясно, что это условно учетная запись, логин, пароль для входа. Или это все-таки то, что когда ты заходишь с помощью логина, пароля, все, что находится. Да. Ну, вот институт так и продают относительно, насколько я знаю. Там составную часть вот этих объектов интеллектуальной собственности. Вот такой сложный объект получается. Да. И вот тот же Инстаграм. Составной. Это вот история про то, когда есть у нас пользовательский контент. То есть, когда пользователь создает контент, и он как бы вливается в общую массу. Некоторые игры виртуальные миры тоже предусматривают такую возможность, что ты можешь нарисовать что-нибудь в этом виртуальном мире, ты можешь создать какой-то дизайн того же оружия, может быть, да, и оно тоже станет частью мира. И они обычно это прям четко прописывают, что происходит в этот момент. Что вот эти вот объекты, которые ты создаешь, переходят в максимально полную собственность разработчика. То есть ты отказываешься от своих прав авторства, ты не получишь, конечно же, передаешь все исключительно права. Плюс ты нарушаешь пользовательское соглашение практически 99%, да? Если ты создаешь такие вещи? Нет, если ты передаешь вообще аккаунт в целом. Вот чаще всего они, скорее всего, такие действия запрещены. Когда аккаунт передаешь, вот большинство запрещает любую передачу аккаунта. Конечно, я не видел обоснования, почему, но вот это, скорее всего, то, что мы говорили, что мы не знаем, разработчик не знает, кто стоит дальше в цепочке. Да, он не видит. И вот это экономический интерес. Сама сделка по передаче аккаунта, надо понимать, что такое аккаунт с точки зрения права. Можно говорить о том, что это экое право требования, допустим, да. Обязательно. Да. Вот у нас, кстати, вот есть некоторые ученые, которые говорят о том, что это все обязательства, и, по сути, у тебя отношения с разработчиком. То есть у тебя все юридические отношения строятся с ним, и требуя от него каких-то действий, ты получаешь доступ к этому миру, получаешь доступ к виртуальной реальности, к играм, всему остальному через разработчика. Потому что, когда что-то будет не происходить, ты будешь идти к разработчику
а не сможешь как бы напрямую, так сказать, защитить свое право. Это, кстати, одна из самых болевых позиций к вещи, пониманию вещи. А может, кстати, уступкой права быть передача аккаунта, если это обязательная история? Да, То есть я уступаю, и все, мы поменяли лицо в обязательстве, и он уже дальше идет также к разработчику, если у него возникает. Но в любом случае, да, это должно происходить, если даже мы рассматриваем в конструкции уступки, это все равно должно происходить через разработчика с его согласия. Да, он именно. Он запрещает. Да. Ну, ему так проще, потому что непонятно, что будет. И что тут быть, кстати, как с налогами, например. То есть тут тоже, мне кажется, отдельная история. Во многих юрисдикциях, понятно, мы не можем так говорить. В зависимости от страны все зависит, наверное. Да. С подсудностью мы уже много раз упоминали сегодня. Как ты говоришь, они чаще всего выведены в какую-то неудобную юрисдикцию для пользователя, да, и он практически не имеет возможности у себя судиться. За исключением, когда суды признают, что это слабая сторона, это гражданин, защита прав потребителей происходит. Правильно я понимаю? Да, такая история. И вот как раз-таки были кейсы, когда, это, кажется, было в Европейском Союзе, был рассмотрен спор в Германии, опять вот таких вот игровых отношений, и суд сказал, что эй, разработчик, ты можешь писать все, что угодно в пользовательском соглашении, но для граждан ЕС это недопустимо. И с тех пор разработчики начали делить, как бы, условно, соглашение для ЕС и для всего мира. Да. И как бы если ты смотришь тоже пользовательское соглашение для всего мира, оно намного жестче обычно, чем для ЕС или для США, условно. Ну, это вот то, о чем как раз я говорил, что нельзя все, что ты хочешь, указать в пользовательском соглашении и думать, что это все будет на руку, да, и ты сможешь этим воспользоваться. Ульви, до конца прошлого года я активно везде слышал про NFT, каюсь, сам несколько лекций читал про эту тему. Я плюс-минус знаю эту историю. Есть ли какая-то аналогия с NFT вещей в играх? Потому что это же тоже, по сути, такая ценность, которая имеет фиксацию в децентрализованной системе. Так как про NFT говорили слишком много, на мой взгляд, даже больше, чем нужно бы, во многих юрисдикциях начали появляться нормы, которые тем или иным образом регулируют этот аспект. Где-то даже в законодательстве прям появлялись такие термины. Многие субъекты начинали выпускать эти NFT. Есть ли аналогия какая-то с играми, или это сюда не относится? Мы можем тот же меч признать объектом NFT и таким образом вернуть в его правовое поле ввести. Вот о чем я говорю. То есть у меня есть меч в игре, я делаю на него NFT, и таким образом, NFT, если у меня регулируется в моей юрисдикции, например, да, я таким образом в правовое поле этот меч ввел. То есть у меня есть NFT. Понятно, мы понимаем, что есть и пользовательское соглашение, чаще всего не запрещено вообще это делать, но тем или иным образом, если попытаюсь как-то обойти, скажем так, такую систему, можно так или не получится? Как думаешь? Давай, разделим этот вопрос на две части. Если мы говорим про историю, когда пользователь сам решил, Мирза зашел в игру, купил там меч и решил сделать NFT, то вот произойдет то, что ты сказал, когда у тебя нет никаких прав, в принципе, ты можешь только пользоваться этим объектом до тех пор, пока тебе не запретят, то в этом случае у тебя не было оснований, чтобы ты создавал NFT. Это же, по сути, некая переработка того, что есть, да? Или что-либо иное. Воздействие, которое не было тебе разрешено пользоваться. Автор изначально, как с реальным NFT, картинкой, когда автор не позволял мне делать NFT на него. Вот. Если же мы говорим о ситуации, что вот NFT это про блокчейн, да, и мы говорим про игры, в которых встроен блокчейн. Это уже прям новая эпоха, так сказать, и новые ветки для обсуждения. Во-первых, да, в игре есть блокчейн, а такие игры уже есть. Поправь меня, по-моему, на OpenSea, по-моему, даже можно купить какие-то игровые атрибуты. Я, может, ошибаюсь. Мне кажется, я что-то... Вот эта платформа Marketplace с NFT, по-моему, там даже были какие-то такие вещи. Но я могу ошибаться. Вот я помню одну игру, она связана с каким-то, условно, тамагочи, и там у тебя кошки. Так. Вот эти кошки у тебя не в блокчейне, и все в этом вот... это Кити, да. Это старая игрушка, да. Вот. Вообще с NFT практически появилась. Не появилась, понятно. Об NFT начали говорить активно, как раз вот с привязкой к этой истории с игрой Кити, там, да, вот с котятами такими. Видимо, это да. И там было все ясно, что у Мирзы есть вот эта кошка там серая, да, там, с каким-то именем, с каким-то номером. И вот здесь
некоторые начали говорить о том, что вот здесь мы видим уже владение. Как раз-таки вот этот некий реестр владения. Потому что есть индивидуально определенный признак. Да. То есть у нас есть котенок и вот этот шифр длинный, да, который nft-шный. Это определенный котенок. Я его не спутаю с другим котенком, шифры не совпадают. Можно отследить всю цепочку транзакций и передачи этого котенка. То есть я продавал его 5 раз. Ну, такой плохой я человек, например. Бедного котенка 5 раз продавал, и мы все можем собственников посмотреть этого котенка. И да, я к тому, что, как мы видим, здесь какое-то более активные попытки регулирования как будто бы были, да, и обсуждения. И почему бы не провести аналогию, что мешает? Если мы говорим про игры, в которых есть NFT, в которых есть блокчейн. Да. Опять же, если в этом интерес разработчика, если у него нет интереса, да, он всячески запрещает, даже если он стоит блокчейн, то он будет всячески ссылаться вот на такие нормы, о которых мы говорили ранее. А почему, кстати, он запрещает? Он же может сделать комиссию, например. Ну, продал ты танчик с моим уведомлением. Ну, я получу там 10% своих комиссий. Есть причина. Вот я вспомнил ее. Sony, кажется, это был разработчик игры, он запретил, какое-то время разрешил пользователям обмениваться за деньги, потом запретил. И все начали возмущаться, в чем дело. И Sony сказал, что вместо того, чтобы играть в игру, наслаждаться ей, игроки начали просто обмениваться предметами. Превратили в бизнес. Да, то есть цель. Это как будто бы звучит как неправда, нет? То есть мы не вводим и не хотим на этом зарабатывать, а на всем другом хотим зарабатывать, потому что мы хотим, чтобы вы наслаждались игрой. Нам не нужно, чтобы вы продавали. А там покупать доступ к Steam, пожалуйста, это не входит в наслаждение. Ну, как будто есть какая-то другая причина. Ну, возможно, я ошибаюсь, но это только мое субъективное мнение, скажем так. Если можно, я еще да, конечно. По причинам. Некоторые ученые еще писали о том, что в принципе, вот эта система, когда есть объект, виртуальный объект, и он регулируется, допустим, вот, вечными правами, да, или там виртуальной собственностью, так сказать, как в Тайване, это дополнительные излишки на самого разработчика. То есть ему нужно, во-первых, постоянно следить за тем, чтобы... А появляются же новые предметы, появляются новые объекты, и их нужно фиксировать как предметы, к которым он имеет отношение, это его собственность. И нужно какой-то внутренний регулятор. Да, этого всего. Если биржа какая-то. Так, да, если арбитраж. Там, суд, как бы, да, там, условно. Ну, как арбитраж крипты, вот, фактически то же самое. Да. То есть, как бы, представьте ситуацию, что, допустим, вот мы посудились, да, я выиграл спор, и вот у меня есть судебное требование о том, что там, забрать у Мирзоя танчик и перевести на меня. Кто будет, кстати, да, вот по поводу исполнения, это отдельная история, как это будет вообще работать. Я представляю себе, когда мы приходим к каким-то приставам, я думаю, в любой стране, и где они есть, в каком-то маленьком районе, и говорим, я вот хочу танчик свой взыскать, суд присудил, что этот человек мне должен вернуть танчик. Я думаю, что с исполнением будут большие проблемы. Но, с другой стороны, нам здесь и пристав не нужен, мы можем просто отправить разработчику. Он же может сделать. Да, и поэтому здесь нам вообще пристав не нужен. То есть в этом и плюс блокчейна. Система децентрализирована, это вообще может автоматически происходить. Да, блокчейн, конечно, будет... Да, это чудесно. И нам вообще никто не нужен. А вот когда разработчик, и когда такие вещи происходили, они поступали следующим образом, что мы не будем заморачиваться, да, там, украли, не украли. Мы, если видим основание у тебя, то мы просто скопируем и дадим тебе новый. Такой, какой у тебя был. Тем более это просто сделать, потому что... И тут мы возвращаемся к разговору о вещах, об их создании, как они вообще появляются в нашем материальном мире или нематериальном мире. Но то, что копирует, конечно, да, это скорее всего, препятствует, наверное. Говоря о регулировании этого направления, мы понимаем, что здесь клубок вопросов, начиная с базовых принципов, вечное право это или это обязательное, какие договорные отношения влияют на передачу аккаунта, например. Есть блокчейн-история. Куда бы ты это отнес? Возможно, к LegalTech? Отнес бы ты это вообще к LegalTech или нет? Что это вообще такое? Кто должен заниматься исследованием вот этих вопросов? Сам по себе вопрос определения новых объектов в праве, мне кажется, он общегражданским. То есть, когда мы говорим о том, как это было раньше, например, появились бездокументарные ценные бумаги, появились без... Ну, смарт-контракты. Да, вот эти истории, например. То есть, это вопросы, которые касаются, в принципе, объектов права, и говорить о том, что это, например, определенно только вечное право,
или только гражданское право, или только там обязательства, или IP, будет, наверное, не совсем верно. Если мы говорим про историю о том, что legal tech или нет, как я понимаю, legal tech — это инструменты, это технологии для юриспруденции, да, для юристов. Ну, в том числе сейчас лаборатории, которые есть, например, они рассматривают это гораздо шире, то есть там, где они видят технологии, тут есть специфическое регулирование. Конечно, будет заниматься законодатель на базовом уровне, в рамках там, гражданского регулирования, но все равно к нему должен кто-то прийти и сказать, как это работает. К сожалению, не всегда он может дойти до того, что нужен, например, новый объект. И вот тут как раз как будто бы возможно задача legal tech специалиста, исследователя, сказать, что вот тут есть подобная цепочка, давайте вместе подумаем, как это можно отрегулировать. Потому что я понимаю, что, например, в играх я не силен, и несмотря там на то, что я все равно немного в теме, мне все равно приходится как-то понимать структуру работы внутри этой игры, а если человек там, вообще далек от этой истории, если ему сказать, вот у нас есть проблема, у нас есть вещи в игре, и давайте это регулировать, я думаю, что он очень сильно возмутится. Вот я в этом контексте именно. Нужен какой-то симбиоз, наверное, да, специалистов. Определенно, да. В таком понимании как раз-таки... Притом, извини, что прерываю, какой-нибудь чистый геймер или специалист в этой области, он с правовой точки зрения не очень будет понимать, а в чем вообще проблема. Ну, есть вещи, я его продал, ну и что дальше? Он даже будет понимать, что это его. Да, как раз эта локовская теория, да, о том, что ты говорил, о том, как вот опрашивали юзеров, это мой меч. Как бы он разработчик, конечно, он его создал, но я заплатил за него. И поэтому то, что ты говоришь, что нужен юрист, legal tech юрист, который сможет понять и правовую сторону, и техническую сторону, и предложить какой-то solution для законодателя, для практика, и, в принципе, понять, помочь и развить эту историю. Да. Мы в самом начале, к сожалению, не сказали, это мое обещание. Ульви много лет занимается исследованием этой темы, написал магистерскую диссертацию, насколько я понимаю, ты пишешь сейчас кандидатскую, да, в этой области. Есть уже какие-то решения, к которым ты пришел, взгляд в будущее, скажем так, что мы можем с этим сделать вообще, с этим регулированием? Я бы сказал, что интерес к этой сфере будет расти, поскольку, как я ранее сказал, что появились метавселенные, появилась виртуальная реальность, дополнительная реальность, которая все больше и больше усиливает тенденцию к тому, что мы взаимодействуем в виртуальности, в виртуальном бюджеты. мире. Бюджеты, конечно. И интересы как со стороны законодателей мы видим больше, так и со стороны практиков, так и со стороны самих пользователей и компаний. То есть все понимают то, что это будущее, все понимают, что это требует внимания, и все понимают, что количество мошенничества, количество сделок, количество операций будет только расти. Мы еще даже не подступали к теме персональных данных, про цифровую копию личности, как угоняют аватаров, например. Это вообще отдельный пласт, который можно об этом говорить вообще в отдельном выпуске, мне кажется. Это с развитием именно виртуальной истории, это важный аспект, который тоже требует какого-то регулирования. Я знаю, что Евросоюз активно в этом плане работает, например, с участием персональных данных. Ну вот с развитием виртуальной реальности это, наверное, будет особенно актуально. Здесь, конечно, нужно особенно в части детей, подростков, когда можно, например, скопировать их аватар, например, там, да, в игре и угнать, так скажем. Вот. Спасибо большое, Ульви, за интересное обсуждение. Мы желаем тебе дойти до каких-то хороших выводов в своем исследовании, дойти до сути, скажем так. Я думаю, что сегодняшняя беседа была интересна нашим зрителям и слушателям. А мне, по крайней мере, она была точно интересна. Спасибо. Да. Спасибо тебе, что пригласил.